Сегодня поговорим о самых дорогих брендах в индустрии одежды. Интересно, что с 2023 года авторитетное агентство Brand Finance перестало публиковать рейтинги брендов одежды. Вместо них появились рейтинги люксовых брендов, о чем мы поговорим в следующих роликах. А сегодня эксклюзивно для вас самые дорогие бренды одежды в мире. Поехали! 10 место. Бренд H&M. Торговая марка оценена Brand Finance во внушительную сумму $9,4 миллиарда. Напомню нашим зрителям, что H&M – шведская компания, специализирующаяся на выпуске одежды, косметики, спортивного инвентаря. Отмечу, что компания занимается выпуском как относительно недорогих линеек одежды, так и вполне люксовых. Владелец компании – самый богатый человек Швеции Стефан Персон, который в 2023 году входит в топ-100 самых состоятельных людей планеты. Несколько интересных фактов. H&M была основана отцом Персона, Эрлингом, в 1947 году. Трое детей Персона и его сестра Лотти Тем тоже являются миллиардерами. В 2020 году Стефан Персон ушел с директора, передав бразды правления своему сыну Карлу Юхану. Выручка компании ежегодно превышает $20 миллиардов, имеет более 150 тысяч работников. Сеть магазинов составляет порядка 5000 по всему миру. 9 место. Бренд Zara. Бренд оценили в $11 миллиардов. Торговая марка принадлежит самому богатому человеку Испании, Аменсио Ортеге. Входит в топ-100 самых богатых людей планеты. Правда, немного не так. Zara – это одна из торговых марок компании Inditex. Ей же принадлежат бренды Bershka и Pesto. А уже Inditex владеет миллиардер. А компания. Выручка ежегодно превышает $30 миллиардов. Более 160 тысяч работников и 3000 магазинов по всему миру. Интересно, что последние года фирма показывает чистую прибыль в размере плюс-минус $4 миллиарда. Интересный факт. Компании требуется всего 2 недели от разработки дизайна до вступления новой линии в продажу. По сравнению со средним показателем в индустрии 6 месяцев. Просто представьте себе 2 недели на разработку и фактическую реализацию. 8 место. Бренд Cartier. Оценка бренда в 2023 году составляет $12,5 миллиардов. Основной профиль бренда – это ювелирные изделия и часы. Вместе с тем, модный дом разрабатывает и выпускает собственную линейку духов, аксессуаров и даже одежды. Несмотря на то, что Cartier – французский бренд, основанный Луи Франсуа Картье в 1847 году, сегодня он принадлежит швейцарской фирме Richemont Group. Владелец компании Иоганн Руперт. Кстати, выручка компании более 20 миллиардов в год. Модный дом имеет более 200 бутиков по всему миру и является официальным поставщиком ювелирных изделий для многих королевских семей Европы. Интересный факт. Модный дом проводит конкурс по поддержке женских инициатив, на котором ежегодно разыгрывается порядка $2 миллионов среди женщин-предпринимателей. В 2023 году официальное объявление победительниц состоялось 10 мая. Первые места получили грант в размере $100 тысяч, за вторые 60, за третьи по 30 тысяч. 7 место. Кристиан Диор. Оценка бренда составляет $13,2 миллиарда. Отметим, что за последние 3 года стоимость бренда выросла почти в 2 раза. Кристиан Диор – французская компания, основанная дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком, как ателье высокой моды в 1946 году. Сегодня выпускает не только одежду, но и парфюмерию и ювелирные изделия. Отметим, что, как и другие суперизвестные бренды, Dior принадлежит большой транснациональной корпорации. В данном случае речь идет о LVMH, или полное название Louis Vuitton Moet Hennessy. Данной корпорации принадлежит целый ряд суперизвестных эксклюзивных брендов. Сегодня мы о них еще будем упоминать. В свою очередь LVMH контролирует Бернард Арно, миллиардер со списка Forbes. Весь список по ссылочке здесь. Интересный факт. Популярность модели Dior в послевоенное время привела к появлению большого количества подделок под них, на что компания ответила выпуском удешевленных версий моделей высокой моды большими партиями, получившая название Pret-a-Porter. И парфюмерному дому Dior принадлежит несколько открытий в области получения эссенций ароматов, в частности эссенции ландыша
лаваша и ванили. А также именно он входит в пятерку самых больших продавцов парфюмерии в мире. Шестое место. Hermès. Стоимость данного бренда в 2023 году составила 14,1 миллиардов долларов и увеличилась с 2021 года на 22%. Hermès – французский дом моды. Имеет широкий ассортимент, начиная с кожаных изделий до парфюмерии, одежды и различных аксессуаров. Отметим, что дом был основан Thierry Hermès в 1837 году как мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды, исключительно для аристократов. Сегодня владельцем контрольного пакета является Николя Пюех с семьей, потомок в пятом поколении. Тоже, кстати, миллиардер с состоянием в 10,9 миллиардов долларов. Интересно, что еще одним совладельцем бренда является тот самый Бернар Арно, который пытался поглотить Hermès, но урегулировал спор перераспределением акций. Интересные факты о бренде. На протяжении многих лет компания Hermès сотрудничает с племенами туарегов в производстве серебряных украшений. Традиционные мотивы сахарских кочевников часто находят отражение в различных изделиях Hermès, включая шарфы. Бренд отвергает массовое производство. Продукция Hermès почти полностью производится во Франции вручную, в собственных мастерских. Кстати, о таких мастерских можете почитать тут. Пятое место. Бренд Adidas со стоимостью в 15,6 миллиардов долларов. Торговая марка принадлежит немецкой транснациональной корпорации с аналогичным названием. Занимается производством спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Это крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире, после Nike. Выручка компании за последние 3 года колеблется в районе 23 миллиардов долларов. Интересно, что история бренда Adidas начинается с семейного бизнеса Даслеров, открывшего свой первый завод по производству ортопедической и спортивной обуви в 1924 году. Но после смерти отца сыновья Адольф и Рудольф рассорились, разделив совместный бизнес. Так и появились торговые марки Adidas и Puma, еще один известный мировой бренд спортивной одежды. Кстати, после смерти Адольфа Даслера в 1978 году компания Adidas пережила несколько серьезных кризисов, и в 1989 году наследники продали 80% акций компании. На сегодняшний день руководство компании состоит из наблюдательного совета и правления. Четвертое место. Gucci оценен в 2023 году в 17,8 миллиардов долларов. Gucci – итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля класса люкс. Принадлежит французскому конгломерату Kering, владельцем которого выступают Франсуа Пино и семья. Дом Gucci был основан Guccio Gucci во Флоренции в 1921 году. Длительное время фактическое руководство компании было исключительно семейное, но целая череда скандалов и семейных разборок в течение 20 лет привела к продаже компании Франсуа Пино, который в 1999 году решил изменить сферу своей деятельности. Кстати, миллиардер владеет целым набором известных брендов и даже культовым аукционным домом Кристи, а также коллекцией произведений искусств из 3000 произведений. Интересно, что сейчас семейство крайне стыдится проявления злобы и мстительности своих предков, сопровождавших споры по разделу и ведению бизнеса, о чем открыто заявляют в интервью. Третье место. Chanel оценили в 19,3 миллиарда долларов. Отметим, что его стоимость выросла за 3 года на 46%. Французская компания по производству дорогой модной одежды, люксовой парфюмерии и косметики, ювелирных изделий и других предметов роскоши. Основана модельером Коко Шанель в Париже в 1910 году. В отличие от других брендов в рейтинге, Chanel принадлежит частной компании с 2 владельцами – Алленом и Жераром Вертхаймерами, внуками Пьера Вертхаймера, делового партнера Chanel. Оба, как водится, находятся в списке Forbes с очень приличным результатом. Отметим, что выручка компании составила 17,2 миллиарда долларов, что на 17% выше, чем в 2021 году. При этом прибыль составила порядка 3 миллиардов. В компании работает 32 тысячи человек. Интересный факт.
Chanel отказалась одевать королевских особ, так как не желала заниматься дизайном бесплатно. Все считают бренд исключительно французским, но в 2018 году Chanel объявил о переносе своей глобальной штаб-квартиры в Лондон, и де юре компания сегодня английская. Бренд Louis Vuitton оценили в $26,2 миллиарда. За последние 3 года она выросла почти в 2 раза. Louis Vuitton – французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой. Основан в далеком 1854 году. Сегодня бренд принадлежит LVMH, миллиардера Бернара Арно, так как и ряд других брендов, в том числе Dior, Вдова Клико, Hennessy. Интересный факт. Louis Vuitton изобрел и внедрил плоские чемоданы, круглую сумку для шофера, нетонущий чемодан на воздушной подушке и кофр-секретарь, которым можно было пользоваться как письменным столом. Как видим, изначально бренд занимался чемоданами и сумками. Кстати, девиз парижского дома Louis Vuitton: каждый чемодан должен сочетать в себе высокую мобильность и легкость. Первое место. На первом месте американский Nike с оценкой в $31,3 миллиарда. Nike – американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной обуви и одежде. Почти вся продукция Nike производится сторонними компаниями-подрядчиками вне территории США, в основном в Азии. Сама компания является правообладателем торговых марок, разрабатывает дизайн продукции и владеет сетью магазинов. Валовая выручка компании выросла до $50 миллиардов. Компания основана в 1964 году Филом Найком, который вложил свои первые $500. Найк руководил своим детищем до 2016 года. Интересный факт. Название происходит от имени греческой богини Победы Ники. Производство обуви осуществляется на 120 фабриках в 12 странах, в том числе 44% обуви производится во Вьетнаме, 30% в Индонезии, 20% в Китае. Пошивом спортивной одежды для компании занимается 279 фабрик в 33 странах мира. 26% продукции приходится на Вьетнам, 20% на Китай, 16% на Камбоджу. А вот продажи имеют немного другую географию. Северная Америка 41% продаж, Европа, Ближний Восток и Африка 28% продаж, Китай 17%, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка 14%. На этом сегодня все. Лайк, подписка. А вам просто напомню, весь сегодняшний рейтинг самых дорогих брендов выглядит именно так. Спасибо за внимание и до новых встреч.